Мы уже сходили по огромному количеству музеев в течение этого года. У нас, в принципе, остались вот ноябрь и декабрь. В ноябре у нас Капитолийские музеи, а в декабре у нас Венский Kunsthistorisches Museum. Все равно как бы есть любимые дети, как ни крути. Как парижские музеи, как Прадо. Когда я понимал, что у меня вот в октябре будет Флоренция, была мысль о том, что, господи, хоть бы дожить бы. Потому что это вот один из тех городов, которые я люблю всем своим сердцем. Я много раз был в этом городе, я его много снимал. Я облазил все, что можно было здесь облазить. Вообще это один из тех городов, которые можно, в принципе, пройти пешком. Вот мы с вами сегодня пойдем в такую вот пешую прогулку, и поверьте мне, что от точки, с которой мы с вами начнем, и до точки, которую мы с вами закончим, если никуда не отвлекаться, не заходить, что, конечно, во Флоренции невозможно, но это минут 40. Все остальное вокруг, особенно на юг, это спальные районы, это какие-то промзоны, это все то, чем Флоренция обросла в принципе за 20 век. В своих новых районах это достаточно молодой город, и флорентийская Салтовка такая же молодая, как и Харьковская Салтовка. А вы же понимаете, что Салтовка есть везде. Но давайте уже в конце концов начнем гулять по вот этому фантастическому городу. Эта фотография сделана с холма, на котором стоит, наверное, самая смешная из вообще реплик и копий, если так можно сказать, Давида Микеланджело. Он худой, очень сильно засушенный, вы знаете, такая балерина на пенсии. Он с очень заостренными чертами лица, туда идет, вот снизу идет достаточно длинная лестница, причем я первый раз по ней прошел, когда мне было там чуть-чуть за 40, и когда я поднялся наверх, я думаю, господи, я выжил, как хорошо. Она очень длинная, она очень крутая, и как-то так, после того, как ты везде пьешь там какое-то кьянти постоянно, то она очень тяжело дается. Но говорят, что кто без остановки зайдет на эту лестницу, с того снимаются все грехи. Вы знаете, я, учитывая там Санта-Мария-Ручелая в Риме, учитывая кафедральный собор в Жероне, столько в своей жизни прошел вот этих лестниц, про которые говорят, что снимаются абсолютно все с тебя грехи, если пройдешь еще пару раз, то и на будущее тоже они снимаются. То есть, в принципе, я понимаю, что на меня уже надо беатифицировать, наверное. Италия, это та страна, которая вообще, все, что мы можем подумать об искусстве, это все, конечно же, про Италию. Такое ощущение, что Италия вся напичкана с севера от Ломбардии до низа, до Калабрии, до юга. Она вся напичкана талантами, она вся напичкана гениями. Когда в конце 19 века пьемонтские войска взяли Рим и образовалось единое итальянское государство, итальянское королевство тогда, это 60-е годы 19 века, премьер-министр пьемонтского короля Виктора Эммануила II, который стал итальянским королем, граф Кавур, он сказал своему королю: «Сир, мы создали Италию. Теперь надо создать итальянцев». На самом деле очень трезвая мысль, очень правильная мысль, но самое смешное, что с тех пор прошло больше 100 лет, но они до сих пор на этом пути. И я не устаю рассказывать этот случай, который был с нами, в принципе, относительно недавно, но что такое 20 лет для истории, да, ничего. Вот 20 лет назад, может быть чуть меньше, мы с другом приехали из Неаполя в Рим, и мы сидели где-то там, ужинали, и официант у нас спросил: откуда вы приехали? Мы решили быть такими оригинальными, мы сказали: из Неаполя. А он говорит: из Африки. Потом мы оказались в Милане, когда тоже мы сказали, что мы приехали из Рима, а до этого мы были в Неаполе, официант в Милане нам сказал: из Африки. Хотя Рим, говорит, это тоже Африка. И Ломбардия, кстати, кормит всю Италию. Это вот обычная история, которую мы слышали в Милане. Поэтому все люди, в принципе, одинаковы, скажем так. Мы с вами сегодня во Флоренции, а в следующем месяце мы с вами будем в Риме. Я вам хочу сказать, что, как я уже сказал, Флоренция относительно молодой город, потому что она появилась на самом рубеже новой эры. Принято считать, что примерно в 60-е, в 50-е годы здесь был разбит, скажем так, лагерь ветеранов войн Гая Юлия Цезаря, которые принимали участие в его походах. И вот на базе этого лагеря возникает постепенно город. Рядом с этим городом в горах есть поселение, которое называется Фьезоле, которое в это время уже практически город. И Фьезоле на вот это вот несчастье смотрит немножко свысока, тем более, что физически свысока, а не наверху. А потом получается так, что город Флорентия, цветочная, да, она разрастается, строят себе виллы аристократы, которые живут в Риме, потому что это чуть-чуть севернее, здесь прохладнее, сюда хорошо уезжать на лето.
И со временем получается то, что получилось у Харькова и Чугуева. Хотя Чугуев намного старше, древнее, но Чугуев остался небольшим городком, а Харьков стал большим мегаполисом. Флоренция тоже рано или поздно она становится достаточно значимым, скажем так, местом в Тоскане. А это все Тоскана, это довольно большая область. Тот итальянский язык, который мы с вами сегодня знаем, это тот язык, который развился, в принципе, из тосканского диалекта. Почему? Потому что в начале любого языка всегда стоит великая личность. Данте Алигьери. Данте, который, в принципе, создал литературный итальянский язык, который родом отсюда, из Тосканы и именно из Флоренции. Ну и что мы с вами здесь видим? Во-первых, мы с вами здесь вот слева направо. Мы видим колокольню старого дворца, так называемого, Палаццо Веккио. Веккио это старый. Здесь у нас Санта-Мария-дель-Фьоре, кафедральный собор Флоренции, который называют Дуомо, со знаменитым куполом Брунеллески, который действительно огромный. Когда ты уезжаешь, опять-таки, все в ту же Покатиловку в Фьезоле, и оттуда с гор смотришь на этот город, то это сплошные черепичные крыши. Но над ними торчит этот огромный купол, о нем еще будем сегодня говорить. А вот это к вам бочком, вот в этом месте, это Санта-Кроче, Святой Крест. Это базилика, которая на сегодняшний день, так уж случилось, она стала некрополем всех великих флорентийцев. Микеланджело, Макиавелли, Россини, Галилео Галилей, кинотаф Данте. Но Данте здесь не похоронен, но они сделали вид, что у них похоронен Данте, потому что Флоренция, знаете, Флоренция как революция, она поедает своих детей. Она съела Данте, она заставила его уехать из этого города, он умер в Равенне и похоронен в Равенне. Флоренция не позволила ему вернуться под страхом смерти, и вот уже 300 лет умоляет Равенну, ну пожалуйста, ну отдай, хотя бы коленную чашечку Данте отдай, чтобы мы ее туда положили. Так получилось, что Данте похоронен не во Флоренции. Я вам предлагаю сегодня пешую прогулку по Флоренции с заходом в галерею Уффици, Палаццо Питти и в галерею Академии. Но как будто мы с вами на один день приехали, например, из Милана. У меня была такая история. И когда вы приезжаете на вокзал Санта-Мария-Новелла, и вы выходите из здания вокзала, вот эта церковь, это первое, что вы видите. Это, собственно, церковь Санта-Мария-Новелла, в честь которой назван вокзал, который здесь находится. Но почему я вам ее показываю? Во-первых, это ее алтарная часть, это так называемая апсида, то есть алтарь находится вот как раз ровно за вот этим вот окном. Но тут интересно, знаете что? Здесь алтарь направлен на север. Вообще в католической храмовой архитектуре это обычная история. Православные храмы, они, как правило, ориентированы на восток. Католические храмы могут быть ориентированы куда угодно. Главный, как я его называю, концертный зал Ватикана, собор Святого Петра, он вообще своим алтарем, он направлен на запад. Здесь на север. Но почему мы начинаем отсюда, почему я вам ее показываю? Прежде всего потому, что в этом месте начинается то, что мы с вами называем возрождением. Дело в том, что если вы вспомните Боккаччо Декамерон, вся эта история начинается с того, что именно в этом храме собирается вся та молодежь, которая собирается свалить из Флоренции, потому что во Флоренции страшная чума, которая просто косит всех, все умирают, они собираются в этой церкви. Ну, вы знаете, учитывая, что здесь построен вокзал, так и хочется сказать, что прямо с этого вокзала как бы они уехали. Нет, конечно, вокзала еще не было, они уехали из этой церкви, но они уехали все в ту же Покатиловку, которую мы уже вспоминали. Они уехали во Фьезоле. Кстати, о Фьезоле. Я вам сегодня Фьезоле показывать не буду, но учитывая, что вот эти наши лекции мы также записываем для канала на YouTube, поэтому тем, кто нас слушает из Италии, нашим соотечественникам, хочу сказать, что если вы окажетесь во Фьезоле, обязательно там покушайте, там очень вкусно. Это правда. Сейчас вы видите портал, главный вход в церковь Санта-Мария-Новелла. Вот как раз за нею находится вокзал, а это площадь перед этой церковью. Церковь интересная. Дело в том, что здесь очень много росписей, которые выполнил Доменико Гирландая. А Доменико Гирландая у нас не кто-нибудь, а учитель самого Микеланджело Буонаротти. Мало того, вот с этой стороны, вот здесь, вот в этом месте, здесь кладбище при этой церкви. Он как раз там и похоронен. Гирландая, я имею в виду, не Буонаротти. Сам Микеланджело похоронен в Санта-Кроче. Мы с вами на первой фотографии видели эту церковь. И вот отсюда, от Санта-Мария-Новелла, мы с вами начинаем нашу с вами прогулку по Флоренции. Мы с вами вышли вот здесь. Это вот вокзал Санта-Мария-Новелла.
И вот отсюда мы вот так вот обошли церковь Санта-Мария-Новелла и оказались на вот этой вот площади. Площадь интересна тем, что здесь, в принципе, флорентийцы, начиная примерно с XII века, они устраивали всякие спортивные состязания, в том числе и конные турниры. Это все проходило на вот этой площади, и потом, когда появляется Великое герцогство Тосканское, Козимо I, он продолжает эту традицию, и здесь проходят все ристалища. Она существует до сих пор, и в принципе мы с вами входим вот в центральную часть этого города, которая за последние 800 лет совершенно не изменилась. Напрашивается Воланд, да, только квартирный вопрос их испортил. А все остальное осталось как есть. И вот смотрите, мы с вами будем двигаться отсюда на восток. Вот можно, в принципе, прямо по вот этой вот улице. И если мы идем вот прямо сюда, то мы попадаем как раз к дому. Мы попадаем к знаменитому баптистерию, мы попадаем к Санта-Мария-дель-Фьоре, кафедральному собору Флоренции. Но я предлагаю вам сделать такой вот зигзаг. Вот сюда, вот в это место, где находится церковь, которая называется Сан-Лоренцо. Причем она вообще интересна тем, что вот ты подходишь к этой церкви, а это сплошной рустованный камень. То есть никакого тебе декора, никакого тебе портала готического или романского, ничего нет. Вот просто, знаете, вот строители бросили, не закончили, и в Италии как бы это обычная история, в общем-то. И я вам хочу сказать, что Флорентийский кафедральный собор, вот этот знаменитый портал, этот вход туда, к которому мы тоже сегодня будем подходить, это новодел, это 19 век. То есть до 19 века ничего вот этого не было. В Италии это как бы нормальная история, и почему тоже немножко об этом расскажу. Почему хочу остановиться на вот этой вот церкви Сан-Лоренцо? Во-первых, так называемая капелла принцев. Мы с вами ее видели немножко как бы сверху, вот этот вот купол. Вход, кстати, в музейную часть этой церкви, он находится именно здесь, вот через вот эту вот капеллу, и вы попадаете вот в такое пространство. Почему капелла принцев? Принцы – это имеются в виду герцоги династии Медичи. Здесь похоронены все великие герцоги тосканские, начиная с первого герцога Алессандро, который правил всего лишь 2 года, но он был мерзавец, был страшный. Его укокошили, как бы все флорентийцы этому были страшно рады. После него герцогом стал Козимо I, который, в принципе, конечно, играл огромную роль для развития города. Здесь везде как бы саркофаги, но здесь важно вот что. Это сплошная сверху донизу флорентийская мозаика. Что такое флорентийская мозаика? Это особая техника, когда мозаикой выкладываются полудрагоценные камни. И этими полудрагоценными камнями создаются целые картины. Так делаются столешницы, так делаются комоды, вообще мебель, так набирается пол. Это невероятно красиво. Это очень сложная техника, и она просто потрясающая. Здесь вокруг, конечно же, вот как здесь в данном случае, везде гербы дома Медичи. Гербы дома Медичи – это 6 пилюль, как говорят. Почему пилюль? Потому что Медичи, медики. Фамилия началась, вы будете смеяться, с аптекарей. То есть, когда у тебя много аптек, все люди болеют так или иначе, твое состояние становится одним из самых больших в городе. А потом еще они ударились в красильню. Дело в том, что под Флоренции есть небольшой городок, который называется Прато. Очень долго город Прато считал, что вот он, как бы, на нем зиждется вся экономика Тосканы, а Флоренция это просто такой, мне очень нравится, как об этом говорит Александр Филоненко, вот он это называет выставочным залом. Вот Флоренция это выставочный зал Прато. Прато ткани мы красим, во Флоренции мы это все красиво показываем и, собственно говоря, продаем. Все красильни были в Прато. И Медичи, они тоже этим занимаются. И это один из самых, да, тяжелых, безусловно, очень технологичных в то время, но очень прибыльных бизнесов. Но, тем не менее, как бы герб с вот этими пилюлями, он остался у них навсегда. Ну и, конечно же, в этом же месте, только надо как бы чуть-чуть подняться наверх, капелла Медичи, которая вся сверху донизу, это Микеланджело Буонаротти. Потому что архитектура это Микеланджело, все статуи, которые здесь представлены, это Микеланджело. Здесь под вот этими статуями, здесь Козьма и Дамиан, и между ними Богородица, это все, естественно, тоже Микеланджело, его работы. Но, тем не менее, здесь находится могила 2 братьев. Лоренцо Медичи и Джулиано Медичи. Лоренцо Медичи это тот человек, благодаря которому, в принципе, возрождение окончательно состоялось. Потому что Медичи, и прежде всего Лоренцо,
Они вкладывали просто невероятные деньги во всех талантливых людей, создали академию, и такие гении, как тот же Герландайо, тот же Микеланджело, тот же Леонардо, они возникли и появились вообще во многом как художники благодаря именно тому, что Медичи поддерживали таких людей. И я обычно в этом месте рассказываю историю, как посидев там 1,5 часа в алтарной части этой капеллы, потому что я страшно устал. Я уже выходил, а тут набежала толпа японцев, я не знаю, что меня сподвигло к этому, я как бы поклонился могиле Лоренцо Медичи, понимая, что если бы не он, то ничего бы не было. И я уже тут выхожу, я вижу, как все японцы за мной подходят к могиле Лоренцо Медичи, ему кланяются и тоже уходят. Ну и здесь знаменитые скульптуры «День, ночь, утро и вечер». Вот 2 из них, которые располагаются на саркофагах 2 герцогов, тоже Джулиано Медичи и тоже Лоренцо Медичи, но это другие Джулиано Медичи и Лоренцо Медичи. Это потомки. Кстати, французская королева Екатерина Медичи, она была дочерью именно Лоренцо II Медичи. И Лоренцо II Медичи Никколо Макиавелли посвящает свой трактат «Государь», в котором он пишет, что ради достижения своих целей вообще можно все. Ну или почти все. А вот теперь, наконец-то, мы с вами подходим к Санта-Мария-дель-Фьоре, и все, конечно, в восторге от этого волшебного купола Брунеллески. И купол этот, безусловно, стоит того, чтобы им восхищаться. Он невероятной красоты, он огромный. Большое искусство всегда большое. Ну и это, конечно же, чудо. И то, что вы сейчас видите, это называется акт веры. Потому что в конце XIII века флорентийцы на месте, где уже стоял собор, здесь была церковь, они решили построить новый храм, и они захотели, чтобы этот храм был самым большим храмом в христианском мире. Самым большим храмом христианского мира к этому времени была, конечно же, святая София Константинопольская. И флорентийцы, они решили ее переплюнуть. Они начали строить храм. Тут кто-то приехал из купцов и сказал, что, ой, послушайте, вы знаете, святая София больше. Все разобрали. Начали строить заново. Так происходило несколько раз. Я не сказал вам вот еще очень важную вещь. Как так получилось, что Флоренция так прям сделала такую головокружительную карьеру в Италии? Вы знаете, она где-то до XI века она была маркграфством. То есть у нее был граф. А потом ей повезло. Пресеклась династия графов, и в течение 50-70 лет было какое-то такое вот междуцарствие, междувластие. То есть произошло то, что во Флоренции куда-то подевалась власть. Как бы городская стража осталась, которая следила за порядком в городе. Но так получилось, что совершенно свободными себя почувствовали коммерческие предприятия, которых здесь уже было к этому времени предостаточно. И как-то, вы знаете, так получилось, что бизнес стал в чести у людей. Люди стали относиться к предпринимателям с уважением, потому что предприниматели, в свою очередь, понимали, что если они хотят продавать свои товары, они должны вокруг себя создать такое пространство, такой ландшафт, который будет в состоянии потреблять их товары. И еще, конечно же, у них не было гетманцева. Так получилось, что в течение вот этих вот 50-70 лет, прям так расцвела Флоренция, что в какой-то момент горожане сказали всем местным аристократам, что знаете что, вы, наверное, если хотите принимать участие в городском управлении, вы давайте отказывайтесь от своих титулов, там, маркизских, баронских и так далее. И становитесь обычными горожанами, избирайтесь в городской совет. Наравне со всеми участвуйте в городском самоуправлении. И все поняли, что когда все как бы прозрачно, честно и открыто, что действительно очень удобно. И так, собственно говоря, и произошло. Вот повезло Флоренции. В какой-то момент она стала республикой. А что такое республика? Это ж общее дело. Вы же понимаете, да? Это моя мечта, чтобы Украина из державы стала республикой. Пока не получилось. И вот эта республика реально расцветает и реально может себе позволить эту роскошь, как бы самый большой собор христианского мира. И в конце концов, да, они выходят там на какие-то пропорции, на понимание, какого он должен быть размера. Стал ли он больше Святой Софии? Вы знаете, я как человек, который несколько раз был в Святой Софии, несколько раз был в Санта-Мария-дель-Фьоре, не могу вам ответить на этот вопрос. Что там громадина невероятная, которая производит совершенно необыкновенное впечатление. И вот представьте себе, они практически построили этот собор. Они дошли до вот этого барабана. Вот этот вот октагональный барабан – это то место, на которое, как правило, водружается купол. Пока, в конце концов, не пришел один умный флорентиец и сказал: ребята, а как мы сделаем купол?
А все сказали, мы не знаем. А так, на секундочку, излет 13 века. 13 плавно переходит в 14. И флорентийцы сказали, ну ничего страшного, пусть пока так стоит. Господь придумает. Наше дело подождать. Они ждали 100 лет. Примерно через 100 лет появляется Филиппо Брунеллески, который, как говорит об этом легенда, он пришел к отцам Отечества, к старейшинам, значит, в Палаццо Веккио и сказал, я знаю, как поставить купол на Санта-Мария-дель-Фьоре. И как же, сказали они, тогда он взял яйцо, обычное яйцо, куриное, значит, с тупого конца. Он стукнул по этому яйцу и поставил его на стол и сказал, вот так я это сделаю. И они сказали, боже, как гениально, делай. Конечно, ерунда это полнейшая, хотя, безусловно, вот эта вот часть купола, она отдаленно напоминает, опять же, простите меня, острый конец куриного яйца, у которого, конечно же, острого конца нету. Насколько он огромный, вы сейчас поймете, потому что вот видите вот этот золотой шар? На этом золотом шаре крест. Золотой этот шар и способ, каким доставить его туда наверх, там поставить, придумал Андреа дель Вероккио, который у нас учитель Леонардо да Винчи прямо вот перед самым началом 16 века, в конце 15-го. И чтобы вы понимали, диаметр вот этого золотого шара 3,5 метра. Что с куполом сделал Филиппо Брунеллески и как получилось так, что все вот это получилось? Да, он придумал, конечно, совершенно гениальную вещь. И вообще Филиппо Брунеллески у нас впереди планеты всей, потому что когда в 19 веке искусствоведение вдруг поняло, что так называемую прямую перспективу придумали в Италии и надо срочно решить, кто ее придумал, то все решили, что давайте сделаем так, по умолчанию, по договоренности, что в 1420 году Филиппо Брунеллески придумал перспективу. Хотя, вы понимаете, в чем штука? Вполне могло быть, что перспективу рядом с этой датой придумал, например, Гвидо ди Прато. Гвидо из Прато, да? Понятно, да? Вы знаете Гвидо ди Прато? Не знаю, и я не знаю, я его только что придумал. А Филиппо Брунеллески знают все. Вы же понимаете, что не может быть премьера Гамлета в ДК железнодорожников. Премьера Гамлета может быть только в Национальном академическом театре имени Квитки Основьяненко, например. Да? Вот точно так же. Если у нас есть какое-то изобретение, значит, это изобретение должно принадлежать какому-то очень известному человеку. А Филиппо Брунеллески – это, конечно же, звезда после того, как он построил этот купол. Что сделал Филиппо Брунеллески? В этом месте внутри есть, если вы зайдете в собор и посмотрите, там конус. Конус. Да, он восьмигранник, как и вот этот вот купол. Но это именно конус с прямыми стеночками потолочными, которые были потом расписаны. Но расписаны с учетом того, что хочется немножко визуально это все изогнуть. Есть ли ощущение, что оно изогнуто? Нету, не получилось. Конус. Там конус. Внутренняя часть Санта-Мария-дель-Фьоре, когда ты туда идешь, под этот купол, и ты думаешь, ты сейчас туда посмотришь, и тебя там ждет такое чудо, как и в Константинопольской Святой Софии. А в чем чудо Константинопольской Святой Софии? Там, я молчу о том, что это диаметр 41 метр в Константинополе. Но там под куполом, там сплошной ряд арочных окон, которые одно за другим. И когда ты туда заходишь в солнечный день, а туда надо идти в солнечный день. Кстати, в Стамбуле солнечные дни не такое уж частое удовольствие, поэтому всегда надо ловить. Туда надо идти и смотреть наверх. Понимаете, свет сквозь вот эти арочные окна, он перерезает вот это место, где эти окна, между стенами и куполом. И ощущение, что этот купол висит над землей, висит над потолком, висит над вот этим вот пространством алтарным. Это красота необыкновенная. И вот принято считать, что когда ты имеешь дело с вот таким вот чудом, потому что в Константинополе, конечно, люди заходили, смотрели туда и понимали, что это чудо. И, конечно же, у чуда нет авторов. У чуда автор один – Бог. Искусствоведы очень часто говорят о том, поэтому никто не помнит, кто построил собор Святой Софии в Константинополе. Да сейчас. Анфимий Истрал и Сидора Милета. Мы точно знаем этих людей, мы даже знаем, откуда они приехали в Константинополь. В Флоренции Брунеллески строит двойной купол, еще раз. Конус, а сверху вот это вот. Ребра конуса совпадают с вот этими полукружиями. Насколько это красиво с внешней стороны собора, настолько это банально внутри.
и это сплошное разочарование. Хотя сам собор внутри – это совершенно что-то необыкновенное. Вот этот вот центральный неф – это очень красиво, он очень минималистичный, и, конечно, идти туда надо, тем более, что вход туда абсолютно бесплатный. Единственное, что вокруг этого собора очередь несколько раз отбегает и уходит на улицу Канцелярия. И если вы выстоите, то, конечно, все будет хорошо. Но перед ним стоит совершенно волшебная штука, которая называется баптистерий или крестильня. Баптистерий Сан-Джованни, то есть святого Иоанна Крестителя. И здесь, конечно же, крестили детей. И в этом баптистерии, вот, это совершеннейшее чудо, ворота работы Лоренцо Гиберти. Но теперь вы будете знать, что ворота Лоренцо Гиберти, они находятся рядышком в музее Дуомо, который находится рядом на этой же площади. А это очень хорошая копия. Итальянцы в этом смысле большие молодцы. Все, что вы видите на улице, это все хорошие копии. А подлинники стоят обязательно где-нибудь внутри и абсолютно защищены. Работа невероятная, о них надо говорить отдельно, а мы с вами сегодня идем немножко дальше. Ну, а это то, о чем я вам говорил. Вот этот вот портал, это все вторая половина 19 века. Он, конечно же, сделан в традиции и в стиле флорентийских церквей и соборов, которые уже к этому времени полно. И вот этот вот зелено-розовый мрамор, зеленый, розовый и белый, во Флоренции очень любят. Но к тому же вот эта вот колокольня, и, как говорят итальянцы, кампанилла, она к этому времени, к 19 веку, она уже вот такая, как вы ее видите. Она закончена, она сделана. Она вообще совершенно поразительное строение, в которой в основании, которое мы с вами хорошо видим, когда к нему подходим, это первый ярус так называемый, там очень красиво зашифрована вся космогония, которая была понятна людям к рубежу 13-14 веков, когда она строится, и она, кстати, называется Кампанилла Джотто. Уже очень пожилой, уже очень знаменитый, уже очень известный флорентийский художник Джотто, который к этому времени уже поработал везде и со всеми, выполнял заказы самых топовых римских пап. Вот флорентийцы просят, вот Джотто, пожалуйста, построй нам колокольню, он ее строит, единственное, что ее заканчивают уже после ее смерти. Кстати, по поводу этой кампанилы в сети есть совершенно потрясающая лекция Александра Филоненко, очень рекомендую. Это просто наслаждение. Поэтому я, с вашего позволения, не буду на нее сейчас тратить время, а мы с вами идем дальше. Вот смотрите, мы с вами были здесь. Перед Санта-Мария-дель-Фьоре, вот он, баптистерий Сан-Джованни, и мы с вами двигаемся вот в это место. Это площадь Синьории, и здесь Палаццо Веккио, и вот уже видите вот это вот длинный этот проход. Это Пьяццелла делле Уффици. Это, собственно говоря, мы уже с вами практически у галереи. Единственное, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот мы с вами будем двигаться по вот этой улице. И здесь, видите, вот это трехэтажное здание. Удивительная совершенно вещь. Я как бы, когда попал туда первый раз, я был уверен, что это какой-то палаццо, то есть кто-то здесь жил. Нет, это Ор Сан-Микеле. Ораторио Сан-Микеле, церковь Святого Михаила. Это церковь, которая на первом этаже, что находится на двух остальных достаточно высоких, я, честно говоря, не знаю, но здесь интересно вот что. Поэтому, если вы сейчас во Флоренции, то прямо сейчас туда идите и смотрите. Там на первом ярусе статуи святых. В нишах стоят как бы по периметру, по фризу вот этой церкви. И одна из них, это работа Донателло, это святой Георгий. И внимательно присмотритесь к этому святому Георгию. Это вылитый Давид Микеланджело. То есть это то лицо, которое Микеланджело видел с детства, оно ему примелькалось, он проходил здесь постоянно, и которое он процитировал в своем Давиде. Вот и расскажите после этого, что постмодерна во время Ренессанса не было. Но мы с вами идем дальше. Мы с вами идем вот сюда, вот, на площадь Синьории. Ну, я вообще всю жизнь свою, кстати, говорил Синьории. Но я потом услышал это от итальянцев, они говорят Синьория. Ну, итальянцы, наверное, знают, как правильно говорить. На площади Синьории находится, естественно, Палаццо Веккио. Вот этот старый так называемый дворец. Это, можно считать, первая ратуша. То есть, собственно говоря, здесь заседал Совет 500, который управлял Флоренцией. Потом, когда Флоренция станет герцогством, здесь будет, скажем так, офис великого герцога Тосканского. А в самом начале XIV века перед Палаццо Веккио строится вот это вот недоздание. То есть есть пол, есть крыша, нету стен. У меня стена есть одна.
а 3 стен нету, которая называется лоджия dei Lanzi. Сначала она была просто лоджия, она была построена для чего? Она была построена для почетных больших банкетов, для почетных гостей. В Италии достаточно жарко, поэтому здесь это все вот завешивали коврами и всякими разными портьерами, и отцы города пировали именно здесь с теми гостями, теми почетными, скажем так, гостями Флоренции, которые во Флоренцию приезжали. Это были и торговые гости, это были и государи всякие разные, это были римские папы. То есть основные приемы происходили, конечно же, здесь, в лоджии dei Lanzi. Почему ланцы? Ланцы от ланскнехтов. Дело в том, что первый из флорентийских герцогов расположил в этой лоджии, единственное, что как бы здесь было все вот заложено, естественно, кирпичом, он расположил здесь казарму для своих ланскнехтов, то есть немецких наемников, которые его охраняли. Но при следующем герцоге от них избавились, вот эти вот стены разобрали, и лоджия опять стала вот таким вот как бы залом для банкетов. А это, собственно говоря, технически второй великий герцог Флоренции Козимо I, но учитывая, что у Алессандро там было несчастных 2 года, а этот человек действительно заложил основы великого герцогства Тосканского и стал великим герцогом, а это статуя работы Джамбалонии. Казалось бы, итальянская фамилия, да, Джамбалония, ага, сейчас. На самом деле он Жан Дюбуйон или Жан Дюбулонь, то есть он вообще фламандец французского происхождения, который поехал в Италию на заработки, прижился, ну и стал там Джамбалонией, собственно говоря. Ну и, конечно же, нельзя не снять из лоджии dei Lanzi, нельзя было не сделать эту фотку, потому что здесь одновременно 2 чуда. Чудо номер 1. Вот спиной к нам Персей Бенвенуто Челлини. Бенвенуто Челлини знакомое имя вам? Кто читал бессмертный роман Дюма «Асканию»? Но кроме этого, этот великий скульптор и ювелир, к которому мы будем возвращаться на нашей венской лекции, потому что я вам буду показывать солонку, после которой на любой сосуд, в котором вы держите соль, вы будете смотреть с пренебрежением. Потому что он, конечно, создал чудо. А это его Персей, причем вот я специально не показываю вам фотку прямо сзади, вот со спины Персея, потому что, во-первых, она не очень приличная, потому что первое, что на тебя торчит, когда ты фотографируешь Персея сзади, это его задница, конечно. Но у него вот здесь, вот в этом месте, там где шлем, как бы и вот затылок, там Бенвенуто Челлини сделал шарж на самого себя. Если вы присмотритесь, там очень четко угадывается мужское лицо с бородой, с вот такими вот бровями. То есть он изобразил себя в этом месте. Отчасти эта скульптура посвящена самой Флоренции. Это такой, знаете, омаж Флоренции. Это он так лизнул ее, как бы, что вот Флоренция держит голову Медузы Горгоны, а голова Медузы Горгоны – это римский папа в этот момент, потому что Флоренция незадолго до этого с римским престолом воевала. Ну и, конечно, это совершенно необыкновенной наглости парень, который совершенно вот такой вот голый, подкачанный, с невероятно красивым лицом. Челлини с удовольствием выполняет вот такие вот работы, делает такую скульптуру. И вообще, как бы он вот в этой вещи, он показывает, что Микеланджело никто. Вот я великий художник. И, кстати говоря, если вы прочтете его книгу о себе любимом, кстати, прекрасная, совершенно прекрасная вещь, он описал все свои подвиги, он описал все свои приключения. Он тот человек, который умудрился сбежать оттуда, откуда сбежать было невозможно, из тюрьмы замка Святого Ангела. Он там пишет, что однажды я видел два картона Микеланджело. Все. А Микеланджело больше ни слова. Все остальное о себе. Но как бы в насмешку над гением Челлини, флорентийцы именно здесь, вот в этом месте, вот он, они ставят Давида работы Микеланджело. Это очень хорошая копия начала 20 века, а Давид Микеланджело стоит в галерее Академии, куда мы с вами сегодня тоже пойдем. Ну, вот вам как бы внутренность лоджии dei Lanzi. Да, здесь всегда полно людей, полно молодежи, здесь на вот этих вот скамьях вечно кто-то целуется, здесь постоянно фотографируются, здесь собираются все экскурсии, здесь встречаются. Такое место, где назначают свидания все, начиная от туристов и заканчивая влюбленными. Поэтому здесь всегда толпы. Поэтому во Флоренцию надо ехать вне сезона. Вне сезон кончается в апреле. В апреле уже хорошо, поэтому очень сильно рекомендую. Ну и я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Видите вот этот переход?
Этот переход вот здесь слева в этом месте, это уже Палаццо Веккио, который мы только что видели, и я вам сказал, что это офис, это работа великого герцога Тосканы. А вот это, вот с этой стороны, это уже галерея Уффици. То есть между галереей Уффици и Палаццо Веккио есть этот переход, он нам будет нужен, мне надо, чтобы вы его запомнили. Вот это вот мы с вами входим как раз, проходим от площади Синьории на маленькую площадь внутри галереи Уффици. Ну и то, что вы видите, вот это вот здание все, это, собственно говоря, она и есть. Хотя сама по себе галерея, вот она, это последний этаж. И сейчас мы с вами туда пойдем, но сначала надо немножко сказать об этом здании. Вы наверняка слышали имя Джорджо Вазари, который написал первую искусствоведческую монографию и биографию великих художников Италии, начиная с Триченто, потом Кватраченто, ну а потом уже гений высокого возрождения. Его постоянно обвиняют в том, что он все переврал, что все не так, что все вот эти легенды, которые он рассказывает, это неправда, что все тривиальнее, все было вообще по-другому. На самом деле Вазари не пытался ни секундочки быть искусствоведом. Вазари, по всей видимости, я так думаю, страдал или наслаждался, наслаждался графоманичкой. Ему хотелось писать, то есть оно из него изливалось. Мало того, он хотел из этого сделать вполне себе читабельную, современную, развлекательную литературу. В его время литература должна была развлекать. Он никому вообще не обещал какие-то правдивые истории. Ему надо было, чтобы грамотный читатель читал, наслаждался, веселился, смеялся там, где хотел Вазари, плакал, где хотел Вазари. То есть это в большей степени литература, чем наука. Поэтому не надо на Вазари обижаться. У него все равно при этом огромное количество правдивых фактов в его книге. Она вполне достойна того, чтобы ее читать. Хотя хорошего перевода на русский язык нет, он достаточно примитивный, на мой взгляд. Украинский перевод у меня есть, но я его, честно говоря, не читал, поэтому у меня мнения о нем пока что нету, сказать вам не могу. Буду рад его услышать. Так вот, Вазари работает на великих герцогов тосканских, и в том числе на Козимо I. И именно Козимо I распорядился, чтобы Вазари как архитектор, а в это время художник не может быть только, например, каллиграфом. Да? Он должен быть каллиграфом, художником, резчиком, скульптором, архитектором, он должен разбираться в фортификации, то есть он должен уметь все, вот как Леонардо да Винчи. То есть это обычная история. А Вазари, видите, он у нас еще и пишет хорошо. И Вазари, ко всему прочему, архитектор. И Вазари заказывают вот эту вот галерею и вот эту площадь. Он ее спроектировал, он ее построил. Она единственное, что не была закончена при его жизни. Ее закончили уже после его смерти. Но здесь интересно вот что. Почему она Уффици? Вы знаете, это вообще-то офисы. То есть здесь, в этом месте, располагались министерства Великого герцогства Тосканского. И по дороге на работу в Палаццо Веккио великий герцог Тосканский проходил через эти офисы, ему отчитывались, а дальше он шел к себе в кабинет. Ну, а сейчас в этом месте академия. Я вот вам показываю галерею Уффици с другой стороны. Здесь кран. Вот в этом месте, я не знаю, как-то так получилось, что на этой фотке его не сильно видно. Вы знаете, вот сколько я себя помню, столько там стоит этот кран. Вот ты приезжаешь во Флоренцию и думаешь, сейчас бежим к галерее Уффици, а вдруг кран убрали. Приходишь, стоит. То есть они там все время что-то этим краном как бы переставляют, передвигают. Огромное количество фоток, и этот кран стоит там до сих пор. И, кстати говоря, если вы сейчас во Флоренции, то напишите нам, пожалуйста, стоит там этот кран или убрали в конце концов, потому что он просто уже глаза намазолил. Ну и вот, кстати, обратите внимание на вот эту вот каменную кладку, она очень характерна для Флоренции, вот этот вот паркетик, которым как бы абсолютно все выложено, и вот здесь вот находится вход в галерею Уффици, ну, а это я, как вы понимаете. И, наконец, галерея. И здесь я хочу, чтобы вы посмотрели наверх, на вот этот потолок. Рассказываю, что здесь происходит. Этот потолок, он вообще достоин отдельного рассказа. Дело в том, что в самом начале 16 века при папе, которого в миру звали Джованни делла Ровера, папой он стал Юлием II, при нем в Риме раскопали золотой дом Нерона. И обнаружили, что этот дворец был весь внутри расписан очень интересными росписями, которые произвели на всех неизгладимое впечатление. То есть представьте себе вазу. Из этой вазы, например, начинается хвостик какого-то неведомого растения, который закручивается
в спиральку. На конце этой спиральки какой-то странный цветочек. В этом цветочке сидит лягушка. От этого же растения идет другой усик, этот усик на самом деле заканчивается змеиной мордашкой. Змеиная мордашка никого не кусает. Она спокойно лежит на плече, если это можно назвать плечом, у зайчика, рядом с головой. Зайчик там сидит себе спокойно, опять-таки, сидит на вазочке с фруктами. И вот это все вот так вот, сюжет перетекает от одного момента к другому, и каждый фрагмент хочется рассматривать. И за этим всем, конечно же, стоят метаморфозы Овидия. Это понятно, все мы их читали, все мы это понимаем, все мы в этом их узнаем. Но когда итальянцы все эти росписи нашли, а нашли они их, повторяю, внутри, в скалах, в гротах, они их стали называть гротески. И вот эти гротески невероятно модны в Италии в XVI веке, и гротесками расписывается этот потолок. И это всего лишь коридор. То есть отсюда идут входы в зал, где висят картины. Но вы знаете, это тот потолок, по которому ты ходишь вот так. Ты все время смотришь наверх, потому что оторваться от этого совершенно невозможно. Это совершенно отдельный бестиарий, который надо рассматривать. И мы с вами заходим, в конце концов, в зал и галерею Уффици. Я вас поздравляю, мы с вами в галерее Уффици. Я не буду вам сейчас говорить о том, как она возникла. Она возникает уже из собрания герцогов ближе к династии Габсбургов, которая меняет династию Медичи на герцогском престоле. Это не так важно и не так интересно. Мы переходим к картинам. То, что я вам показываю, это Джотто ди Бондоне, кампанилу которого мы с вами уже видели, и с которого, как принято считать, начинается итальянское возрождение, европейское южное возрождение, потому что было еще возрождение северное. Да, Джотто невероятный, Джотто удивительный, у него глаза святых и вообще людей, которых он пишет. Это надо видеть, это такие очень красивые рыбки, которые заканчиваются где-то рядом с ухом. Это очень красиво. Джотто первый начинает ломать себе руку, в хорошем смысле этого слова, и ломать традицию. Но вот в этой работе, которую вы видите, она называется «Маэста». «Маэста» с итальянского это что-то типа возвеличивания, это величание Мадонны, которую вы здесь видите. Она 3-метровая примерно. Несмотря на то, что здесь абсолютно готическое изображение, готическая композиция, но уже даже здесь видно, как Джотто все резко меняет. Потому что, смотрите, у нас здесь уже не просто бесполое существо, которое принято изображать Мадонну, начиная с византийской иконы. А самое модное в эту эпоху – это византийская икона. И, в принципе, революция Джотто – это восстание против византийской традиции. У нас здесь появляется женщина с реальной грудью и с реальным коленом, которое на нас торчит. Джотто пытается работать с объемом, Джотто пытается работать с пространством. Единственное, что он здесь остается еще верен золотому фону византийских мозаик. Византийские мозаики, византийские иконы – это всегда золотой фон. Это очень модно, это очень красиво, это очень дорого. И Джотто будет первый, кто вообще начнет писать голубой фон, как итальянское небо. Яркое и лазурное. Он рано или поздно уходит от этого золотого фона. Но зал, в котором висит эта вещь, стоит эта вещь. Она 3-метровая, я сказал или нет? Да, почти 3 метра. И, кстати, она не самая большая. В этом же зале стоит маэста его учителя Джотто, которого звали Чимабуэ. И там же находится 5-метровая Мадонна Ручеллаи, которую написал Дуччо ди Буонинсенья, который... Я очень люблю эту историю, она очень трогательная, который, когда закончил эту свою работу, она 5-метровая, повторяю, да? Он вот эту вот свою Мадонну Ручеллаи должен был транспортировать из своей мастерской, которая находилась рядом с рекой Арно, вот в ту самую первую церковь, с которой мы с вами сегодня начали, в Санта-Мария-Новелла. Эту 5-метровую высоты доску, там 4,50, по-моему, ее надо было, через весь город провести в церковь, потому что там в капелле Ручеллаи должен был находиться этот алтарный образ. И вот смотрите, это конец XIII века. Когда думаю об этом, я потрясен тем, что весь остальной мир пребывает в какой-то невероятной дикости. А Флоренция такое уникальное место, несут из мастерской художника эту доску, эту картину, эту икону в церковь, и все флорентийцы выходят на улицу и аплодируют. Они аплодируют мастеру. Понимаете? Они не крестятся, они не становятся на колени, они не бьют земные поклоны, они не читают молитвы. Они
аплодируют мастеру, который это написал. Потому что если в мире есть Бог, то он распределен равномерно среди художников Флоренции. И это, конечно, совершенно невероятная история. И вот в этом же месте висит вот эта вот вещь Джотто. Это невероятный совершенно Симоне Мартини. Сиенская школа – это его алтарь, это Благовещение, аннунциата по-итальянски. Здесь у нас архангел Гавриил, который пришел к Мадонне и сообщает ей: «Радуйся, Господь с тобой». Причем, что интересно, в католическом изложении Мадонна отвечает: «Я не раба твоя, Господи, а я служанка твоя, Господи». Но здесь интересно, как она сидит. Вы понимаете, так эротично Мадонна еще не сидела никогда. И только у итальянцев она сидит в такой сложной позиции, когда у нее бедра развернуты на архангела Гавриила, плечи отвернуты от него, причем мы видим, что на нас торчит ее правое плечо, а голова опять-таки повернута туда же. То есть, в принципе, это хай-тек для этого времени. Это действительно находки, которые делает прото-ренессанс, раннее возрождение. Это совершенно невероятный мозаччо. Я очень люблю эту вещь, потому что здесь мы видим бабушку, маму и самого Христа. Потому что это святая Анна, это Мария Богородица, и здесь же Христос. И этого Христа я люблю совершенно нежно. Потому что посмотрите, какой он подкачанный. То есть на самом деле дети в эту эпоху, художники еще не умеют писать детей. Они еще не понимают, они еще не увидели, они еще не поняли, они чуть-чуть начинают уже пробовать понимать эти пропорции, но они думают, если это мужчина, значит это грудные мышцы, это бицепсы, все как положено. То есть, этот Христос только что вышел из тренажерного зала. И это, конечно, очень красивая вещь. Совершенно невероятный Филиппо Липпи, которого не любить нельзя, это один из самых прекрасных образов Мадонны, причем вы видите, здесь ангелочки преподносят Христа ей, а на самом деле о чем это кино? Филиппо Липпи, он у нас вообще монах. Но получилось так, что монахом он стал не по доброй воле, а так сложилась его судьба, что он оказался в монастыре, и когда он стал 20-летним юношей, то есть он понял, что он не хотел бы этим заниматься, он себя хотел искать в чем-то другом. И так получилось, что потом он оказался в командировке в женском монастыре. В женском монастыре он встретил монахиню, которая тоже там оказалась не по доброй воле случайно, поэтому он ее оттуда спер. А он к этому времени уже известный художник, он уже работает, он уже пишет, у него уже заказчики. И вы знаете, сам Папа Римский говорит о том, что ладно, пусть уже живут, дайте им увольнение и забудем эту историю, поэтому пусть у них все будет хорошо. Да, у них была куча детей, они страшно любили с женой друг друга. Есть легенда, что он пишет нам ее, и он пишет нам своих детей. И вы понимаете, почему до такой степени очаровательна эта вещь? Потому что художник вложил в этот портрет всю свою душу. Вообще, кстати, я сказал вам самое главное, вообще портретная живопись начинается с Джотто, которого мы с вами только что видели. И Джотто был первым художником, который начал подписывать свои работы. До него этого не делал никто. Ни Чимабуэ, ни Дуччо ди Буонинсейни, о котором я вам рассказывал. То есть они не подписывали. Джотто начал подписывать. Важно вот еще что. Техника, в которой выполнены эти работы. Как правило, когда мы говорим о живописи, мы все думаем о том, что это масло. Нет. Итальянцы в это время работают исключительно темперой. Пигмент, замешанный с яичным желтком, хорошо разводится водичкой. Рисование, которое не столько живопись, сколько именно рисунок цветом и краской. Это не столько мазок, сколько штриховка. А у Филиппо Липпи совершенно невероятная техника. То, как он работает с темперой, это очень красиво. И я вам хочу сказать, что Боттичелли, на котором темпера заканчивается, на мой взгляд, очень сильно поотстал от Филиппо Липпи в технике живописи темперой. Но, опять же, это не больше, чем такое оценочное субъективное суждение. Со мной вполне можно не соглашаться. Это тоже темпера. И это у нас Пьетро делла Франческо. И это двойной портрет с этой стороны Фернандо да Монтефельтро, а с этой стороны Батиста Сфорца. Да Монтефельтро, все, кто его видят на этом портрете, думают, может у него правая сторона лица лучше? Нет, вы знаете, там все хуже. Дело в том, что нос перебит именно оттуда, и там нет глаза. Этот мужчина очень много воевал в своей жизни, я вам сказал уже, он работал кондотьером. Кто такой кондотьер? Это, как правило, профессиональный военный, профессиональный рыцарь, который нанимается руководителем войска в богатый город-государство. А богатые города-государства в Италии – это республики, потому что республика, мы с вами об этом говорили, да, она хороша тем,
что там все свободны, где все свободны, там есть возможность зарабатывать, там прозрачные налоги, там нет Гетманцева, то есть там все хорошо, то есть там можно хорошо зарабатывать. И он чудесно там зарабатывает для своего Монферрата, на который, собственно, он и тратит эти деньги. А Батиста Сфорца, ну, по фамилии вы слышите, она родственница миланских герцогов, то есть она из очень уважаемой семьи. Мало того, она, скорее всего, написана, ну, я не хочу сказать по памяти, скорее всего, по описанию. Потому что в тот момент, когда Пьеро делла Франческо пишет вот этот вот двойной портрет, ее уже нет в живых. То есть это своего рода мемориальный портрет, который Федериго да Монтефельтро заказал художнику, дабы как бы оставить память о своей любимой жене. И вообще это портрет людей, которые любили друг друга, по всей видимости. И это все во Флоренции. Ну и наконец-то мы с вами пришли к кому? Правильно. Алессандро Филиппетти. Кто такой, вы скажете? Алессандро Филиппетти – самый знаменитый флорентийский художник конца 15 века. У него был старший брат, который был весь из себя такой вот полненький как бы, и его все прозвали бочонком. А бочонок у нас по-итальянски как? Боттичелли. В результате прозвище Боттичелли приклеилось к младшему брату. Поэтому, когда мы с вами говорим Сандро Боттичелли, это не что иное, как Сашка Бочоночек. Но Сашка, судя по его же работе «Поклонение волхвов», где он изобразил себя, он был высоким, худеньким и стройненьким. То есть он бочоночком не был. Сейчас камень должен упасть с вашей души, он был прекрасен. Как прекрасный человек, он любил, конечно же, писать все прекрасное. И вот это вот, наверное, одна из самых прекрасных его вещей, которая тоже находится в галерее Уффици, она называется «Весна». Как сказали бы мы с вами сейчас, и как сказал бы любой человек, который ее видел или о ней читал, правда ли это? Да нет, конечно. Мы понятия не имеем, как называется эта картина. Все, о чем мы с вами сейчас говорим, «Весна», да, это все придумано искусствоведами в 19-20 веке. Ничего лучше им в голову не пришло. Мы можем только догадываться, про что это кино, не говоря уже о том, что вы видите здесь сверху апельсиновые деревья с плодами апельсинов. Ладно бы с плодами апельсинов, они еще и с цветами апельсинов. Понимаете? Там сошлись два сезона. Мы цветем и плодоносим одновременно. Что этим хочет сказать? Боттичелли как бы мы до конца не знаем. Ну и потом это, конечно же, комикс, который надо правильно рассматривать и пытаться прочитать. Что здесь происходит? Здесь ветер, как часто пишут в литературе, зефир. Вот он пытается приставать вот к этой нимфе. У нее вот ротик тут, и здесь появляется что-то темненькое, но оно потемнело от времени. На самом деле оно было все намного ярче в свое время. Там цветочки с листочками. Нимфа визжит и кричит, ее домогаются. Но ее визг и крик превращается в цветы. По этой причине это весна. То есть кричи, не кричи, все равно весна будет. И вот именно эта нимфа становится вот этой флорой. И вот то ли вот эта флора, то ли вот эта весна, она же Венера, то ли кто-то из этих граций, а может быть они все вместе, так или иначе, они все содержат черты самые прекрасные на свете Симонетты Веспуччи, в которую влюблен Джулиано Медичи, младший брат Лоренцо Медичи, которого нам Боттичелли изображает в образе Меркурия. Джулиано будет убит в Пасху 1478 года в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, в котором мы с вами только что были, убит семейством Пацци, которое составило заговор против Лоренцо Медичи и вообще всего дома Медичи, но на самом деле они были всего лишь исполнителями. Заказчиками, скорее всего, был папа Сикс IV из фамилии Делла Ровера. Но, опять же, как это очень часто бывает, наказали исполнителей, то есть Пацци повесили, вспороли брюхо и сбросили с балкона того самого Палаццо Веккио, которого мы с вами были, а папа Сикс IV остался невредим. Но вернемся к нашему с вами Боттичелли. Боттичелли, конечно же, как все флорентийцы, он влюблен в Симонетту Веспуччи. Ну и то, что как бы, ее черты так или иначе содержат все женщины, которые здесь находятся, вполне может быть. Ну и, конечно же, вещь совершенно необыкновенная. Она большая. Это именно большой метр. То есть это здоровенная картина.
И перед ней, конечно, стоят толпы народа. Но самое все-таки известное – это рождение Венеры Боттичелли, где абсолютно прекрасная Венера. И вот я вам скажу, что первая мысль, которая у меня возникла перед этой, это тоже большой метр, это большая картина. Я подумал, вот если бы ее, вот эту вот Венеру, вот помните, у Джорджоне есть Юдифь. Узкая такая картина, она стоит, опирается на голову Алаферна с мечом, красивая, необыкновенная. Не сочтите меня вандалом. Вот вырезать бы ее из всей вот этой пошлятины и оставить ее вот такой было бы очень красиво. Потому что, все остальное это совершенно невозможно. Поэтому я вам признаюсь, всей душой не люблю эту вещь. Несмотря на то, что признаюсь, что вот она необыкновенная. И Симонетта Веспуччи в роли Венеры, конечно, очень красивая. И здесь невероятная живопись, и то, как закрутил волосы Боттичелли. Вот я как фэшн-дизайнер, я просто преклоняюсь. Вот так одеть женщину, это, конечно, надо уметь. Это вообще провокация на уровне Джанни Версачи, царство ему небесное. И вы же видите, как мы пишем воду, да? Вообще очень сильно напоминает, знаете, прикроватные гобелены. Есть грех, но не люблю я ее, понимаете? Я бы над ней глумился и глумился, но на это уйдет весь вечер. А это у нас с вами уже Андреа дель Вероккио, крещение Христа в водах Иордана Иоанном Крестителем. Почему я вам ее показываю, хотя здесь совершенно страшненькая вот эта вот пальма, такая вся из себя пластиковая, вот она мне пластиковая, я по-другому назвать ее не могу. Но я, конечно же, вам показываю эту вещь совершенно программно, потому что я обязан вам ее показать, потому что моя миссия нести вам правильную информацию какую-то. Видите ли, в чем дело? Голова вот этого ангела, как принято считать в академическом искусствоведении, это первая работа маслом Леонардо да Винчи. Причем, что интересно, эта картина написана в смешанной технике. Здесь и темпера, и масло. Темперы больше вот в этом месте, а вот в этом месте больше масла. То есть, собственно говоря, на основании вот именно вот этого факта искусствоведы говорят, вот это значит Леонардо писал, потому что мы точно знаем, что он учился у Вероккио, и мы точно знаем, что красивше ангелочка у Вероккио нету, поэтому точно писал Леонардо. Опять же, и об этом пишет Вазари. А Вазари, вы же понимаете, можем верить, можем не верить. У дома Медичи были торговые агенты, очень тоже известная фамилия Портинари, которые жили в Нидерландах. Тогда это были не Нидерланды, а Великое герцогство Бургундское, но в Нидерландах был большой филиал дома Медичи, банка Медичи точнее. И банк Медичи в Нидерландах возглавляла фамилия Портинари. И там они знакомятся с Хуго ван дер Гусом, местным художником, который работает в технике масляной живописи. И итальянцам это так нравится, это так прикольно, это так необычно, это так не по-нашему. И вообще, импорт уважаем абсолютно везде. И нет пророка в своем отечестве. Зачем заказывать местным своим итальянцам, когда можно заказать фламандцам и удивить всех вокруг, привезти этот алтарь во Флоренции, что, собственно говоря, фамилия Портинари и делает. Мы с вами видим даже заказчиков, вот они, так называемые донаторы. Вот один, вот его жена. Они маленькие совсем, потому что, так положено, они хоть и донаторы, хоть они и забашляли деньги за вот эту работу, но они обычные люди, а все же остальное святые. Поэтому все святые, включая даже пастухов, они крупнее. И самое важное, это масляная живопись. А масляная живопись в это время – это техника сложнейших лессировок, которые накладываются одна на другую. И масло выглядит, знаете, раскатанный драгоценный камень. И это, конечно, производит на итальянцев неизгладимое впечатление. И алтарь Портинари оказывается, естественно, в галерее Уффици. Конечно же, гордостью галереи Уффици является вот этот Дюрер. Здесь у нас поклонение волхвов. Вы же знаете, да, что Дюрер был прекрасен. Поэтому, кто может еще позировать для Мельхиора? Конечно же, сам Дюрер, и заметьте, у него самый большой и самый красивый кубок. И его лучше всех видно, потому что, в это время уже так принято изображать, что у нас один из волхвов – это старик, центральный, самый стильный, конечно же, это должен быть Альбрехт, наш любимый Дюрер. А это уже Леонардо да Винчи. Леонардо же у нас парень, известный всем чем. Что он может начать что-то сделать, решить для себя какую-то изобразительную задачу, понять, что он ее для себя решил,
И на этом закончить. И совершенно спокойно уехать в Милан. А монахи потом очень долго пишут герцогу Лодовико Сфорца, что верните нам срочно Леонардо, он у нас тут не дописал. А Лодовико Сфорца говорит, подождите, он у нас тут в монастыре Санта-Мария-де-ла-Грация как бы не дописал еще фреску. Вот допишет здесь, потом, может быть, вернется к вам. Ну, короче говоря, не закончил он эту вещь, но все равно она по-своему прекрасна, по рисунку, во всяком случае, она прекрасна, здесь сложнейшая композиция. Сказать о том, что я люблю эту вещь, нет, не могу я вам этого сказать. Я вообще достаточно ровно дышу к Леонардо да Винчи. На мой взгляд, у него только две хорошие картины, обе, будем считать, 2,5. Две в Лувре, одна в Лондоне. Это у нас Микеланджело, Тонда Дони, так называемая. Это Микеланджело, но я вам это показываю прежде всего потому, что то, как эта картина выставлена в Уффици, ну, это вообще надо видеть. Это красная стена, это необыкновенной красоты рама. Это просто потрясающе. Ну, давайте теперь посмотрим на картину поближе. Это у нас святое семейство. И вы знаете, вот за что люблю эту вещь. Мы понятия не имеем, какой это момент как бы их жизни. Когда они от царя Ирода бегут в Египет, когда вот им угрожало, ну, точнее ребенку как бы угрожали казни царя Ирода. То ли они уже возвращаются назад. Ну вообще как бы, ну это не важно. Вы понимаете, здесь пикник святого семейства на природе. Они вообще не отягощают себя одеждой. И, по всей видимости, Микеланджело вообще с отдельным удовольствием писал всю ту обнаженку, которая там за ними. Но то, как он закрутил в это тондо, а тондо это у нас это круглая картина, композицию с этой женщиной, мужчиной и ребенком, это невероятно красиво, конечно. Хотя как живописец, ну это не про Микеланджело, это хорошо раскрашенный рисунок. Микеланджело это всегда очень хороший рисунок, который он очень грамотно раскрашивает, причем делает это как здесь, так и на потолке, и на стене в известной Сикстинской капелле, кстати, которую построил тот самый папа Сикс IV, который заказал семейство Медичи. А это у нас Тициан, это у нас Венера Урбинская, как сказала моя крестница, когда кто-то у нее спросил, как ты думаешь, Сонечка, что там делает эта девушка вот там в сундуке? Соня сказала, ворует что-то. Конечно же, к этому времени, к середине XVI века, Венера это уже признанный, разрешенный, вообще не запрещенный, чуть ли не канонический образец живописи, который может спокойно висеть в частном доме, естественно, желательно в личных каких-то покоях, в каком-то алькове, а не на виду у всех. Ну и Тициан, конечно, выполняет такие заказы. Один из самых набожных монархов его времени, Филипп II Испанский, который заказывал ему огромное количество работ на религиозные сюжеты, при этом заказывал ему так называемую Овидиаду, то есть сюжеты из метаморфоз Овидия, как бы, и там полно всех этих Дана и всего остального, всей этой обнаженки, несмотря ни на что. То есть это уже прилично, это уже можно. Не говоря уже о том, что вы видите жест, она и не раздета вовсе, потому что там рука лежит. В общем-то, все прилично и все нормально. Ну и, конечно, необыкновенно красивая жемчужная живопись раннего Тициана, хотя я больше люблю Тициана позднего. А это, наконец, Аньоло Бронзино, придворный художник герцога Козимо I Медичи. Он написал портрет всех, самого Козимо, причем Козимо он писал в виде Аполлона, он там обнаженный, в виде рыцаря, он в доспехах, как только он написал Козимо. А это жена Козимо, это великая герцогиня тосканская Элеонора Толедская, она у нас вообще из очень известной семьи. Она из Альварес де Толедо, герцогов Альба. Тех самых Альба, которые устроили потом резню в Нидерландах. И она, кстати, предок Каэтаны Альба, в которую как бы считается был влюблен Гойя, или она была влюблена в Гойю. Ну, короче говоря, это одна семья. Но Аньоло Бронзино, вот так нам пишет герцогиню, и пишет их наследника. А я вам хочу показать вот что. Это маньеризм. Поближе, как он пишет этот пан Бархат, как он пишет кисть жемчужную вот этого ее пояса на этом платье. Это очень сильное увеличение. Это, конечно, мастерство. Я вам хочу сказать, что в принципе, конечно, так вытюкать можно. То есть это требует просто определенной усидчивости. Но понимаете, это, если ты начнешь это вытюкивать, оно и будет выглядеть вытюкиванием.
А здесь это сделано до такой степени деликатно, тонко, изящно, с таким вкусом, что просто язык не поворачивается Бронзина называть в данном случае маньеристом, хотя он, маньерист Маньеристович, вообще, абсолютно. Но работа, портрет, совершенно необыкновенный. А это Беата Медичи. Это младшая дочка Козимо, причем она незаконнорожденная. Она его дочь от его любовницы. Это обычная история в XVI веке, при живой жене иметь официальную фаворитку, это нормально. У нее вот здесь вот на медальоне профиль отца, герцога Козимо. Эта девочка умерла в 6 лет, и известно, что с этим портретом работы Аньоло Бронзино Козимо I не расставался до конца своей жизни. Эта вещь находится тоже в Уффици. Это Микеланджело Меризи да Караваджо, которого попросили сделать, что самое смешное, это вообще ни секунду не произведение искусства во время Караваджо. Во время Караваджо это была обивка щита великого герцога Тосканского Франческо, следующего герцога после Козимо I. То есть на турнире герцог должен был выйти со щитом, на котором была изображена вот эта медуза Горгона, то есть этот холст прикреплялся к щиту. Этот щит носил чисто декоративную функцию, то есть герцог открывал турнир, занимал свой трон, но просто приходил он с этим щитом. Но известно, что когда он повернулся к публике, все увидели эту Горгону, значит, женщины падали в обморок. Потому что до такой степени реалистично это было изображено. И Караваджо, конечно, это умел, и эта барышня здесь прямо издает реальный крик. Мы с вами идем дальше, но прежде чем мы дальше с вами пойдем, я показываю вам вот эту вот фотографию. Я не первый, все из этого окна галереи Уффици делают эту фотку. Делают ради чего? Очень красивый ритм мостов над рекой Арно, это во-первых. А во-вторых, видите эту крышу, вот этот изгиб? Вот он. А здесь еще ряд окошек. И вот это вот все. Это тут же построил Вазари. Это так называемый коридор Вазари. Дело в том, что он идет на другой берег. Там дальше будет Палаццо Питти, куда мы сейчас пойдем. И вот аж туда идет этот коридор. И выходит он в сады Бобули, которые находятся рядом с дворцом Питти. Там совершенно непримечательная дверь. Вы оттуда выходите. Это коридор, по которому великий герцог шел на работу, чтобы не идти по городу. Официальное искусствоведение, особенно советское искусствоведение, когда я учился, оно говорило о том, что он так боялся, возмущения народных масс, так не хотел с ними сталкиваться, так боялся заговоров против себя, что вот для этого Вазари ему построил этот коридор, по этому коридору он шел на работу мерзавец. Скорее всего, учитывая, что здесь это Понте-Веккио, один из самых старых флорентийских мостов, и это сплошные лавки. То есть для того, чтобы прийти на работу, надо пройти по этому мосту. Понимая, что каждый будет приходить к нему с какой-то петицией, какой-то просьбой, кто-то будет дергать, потому что для итальянцев это нормально. То есть они не становятся на коленях, потому что московский царь вышел на улицу покурить. Нет. Они будут от него все время что-то требовать. Это же итальянцы. Поэтому он, понимая, что он будет создавать элементарные заторы на улицах, он шел себе по вот этому коридору, никому не мешая. Не мешая ни торговлю, ни проезду, ничему вообще. Кстати, вот в этом месте, вот здесь, там находится бюст Бенвенуто Челлини, там флорентийцы увековечили память об этом великом скульпторе, о котором мы с вами уже говорили. Поэтому, если вы окажетесь вот около этой форточки в галерее Уффици, тоже очень советую сделать этот снимок, это всегда красиво. Вот каждый раз приходишь, снимаешь, и каждый раз другая фотка, потому что другое небо, другая природа, другой ландшафт, все другое. Люди там другие ходят. Поэтому это, знаете, такая хорошая традиция. Кстати, крайний раз, когда был в галерее Уффици, там снимать было нельзя. Как сейчас, не знаю, не могу вам сказать. Это вот так вот выглядит коридор Вазари, как раз там, где начинается Понте-Веккио со стороны Палаццо Питти. То есть вот он. И, кстати говоря, он очень интересный. Там вы не подумайте, что это просто пустой коридор. Там живопись по стенам. То есть там человек шел и наслаждался большим искусством со всех сторон. Очень люблю этот снимок. Он мне страшно похож на наш Нацбанк на Сумской. Вот этот вот рустованный камень, вот эти вот 3 больших яруса. Причем здесь почему вот я вам показываю эту фотку, то есть да, казалось бы, обычные венецианские домики, да, громадина этого дворца, там идут сады Бобули. Вот обратите внимание вот на что. Вот это фасад.
Вы видите, он сделан. Здесь еще два таких вот крыла, они вот такие, как лапы льва, вот так вот вытарчивают как бы на нас. А вот видите вот эти вот строения? Это все он же, это все этот же дворец. Ну, что там корячится? Вот это вот все, значит, еще чем-то там выкладывает. Туда ж никто не смотрит. Поэтому для Флоренции это обычная история. Если видно только здесь, то вот здесь мы и сделаем по-человечески. А с тех сторон, где никто не видит, там даже не будем на это тратить деньги. Потому что это очень разумно. Ну и вот как бы площадь перед палаццо Питти. Кстати, Питти – это тоже семья, которая работала с банком Медичи, они были их партнерами, но быстро обанкротились, этим воспользовались Медичи и купили этот дворец. В жаркие дни обычное дело на вот этой брусчатке приходят флорентийцы, раскладывают карематы, раскладывают коврики и спокойно себе загорают. Здесь целые пикники. Я, честно говоря, не очень понимаю это удовольствие, как бы не на траве, а на брусчатке, ну, им хорошо, им нравится, они, по всей видимости, к этому привыкли. Ну, и потом сам по себе город очень уютный, поэтому обычное дело. Вот эти люди, вы не подумайте, это не забастовка, они загорают. Вот с этой стороны в правом крыле находятся кассы, там берем билеты, и вот через вот эту вот арочку заходим внутрь и попадаем во дворец. В принципе, сегодня культовое место. Если вы слышали про Уомо Питти, неделю мужской моды ежегодную, которая проходит во Флоренции, это происходит именно здесь. Это уже пошли апартаменты внутри. Я, собственно, почему вам это показываю? Потому что все, что вы видите, это так называемый трамплей. Что такое трамплей? Это обманка. То есть никаких вот этих колонн нет. Никаких вот этих статуй нет. Ничего вот этого нет, это все нарисовано. Есть только вот эти вот проемы. Как бы это есть, да, есть стены, есть пол. Кстати, пол, опять же, да, вот камнем выложенный паркетик. Смотрится ужасно, если честно. Но я так думаю, что, скорее всего, когда здесь жили Медичи, это все были ковры. Ну, потому что, такова была традиция интерьеров того времени. Здесь очень много росписей Аньоло Бронзино, которого мы с вами уже видели. Вот тоже. Никакого мрамора тут нет, никаких колонн нет, никаких статуй нет. Это все нарисовано. Но сделано, конечно, блестяще. А это уже знаменитая коллекция дворца Питти. Здесь очень много Рафаэля. Как вот эта вот Мадалена Дони знаменитая. Один из самых знаменитых портретов. Кстати, это семья Дони, это те, кто заказал Микеланджело вот тот Тондо Дони, который мы с вами видели в Уффиции. Это ее муж Аньоло Дони, и мне очень нравится, я больше нигде такого не видел, это только в Питте. Видите петли? Дело в том, что живопись под стеклом. Вообще масло под стеклом – это трагедия, очень тяжело смотреть. Там же как бы огромные окна, видите, они даже отражаются в этом стекле. И абсолютно нормально взять за край рамы и повернуть так, чтобы у тебя там ничего не отражалось, ты мог спокойно это рассмотреть. То есть, очень, знаете, такое вот человекоориентированное музейное пространство. Что приятно, никто на тебя там не орет, можно фотографировать. То есть в этом смысле просто чудесно. Это одна из самых прекрасных Мадонн Рафаэля, опять же. И тоже, видите, она повернута, она как бы отвернута от стены, чтобы можно было снять, и то по-человечески снять как бы особенно не удалось. Но сам принцип вот этих вот поворотов мне ужасно нравится. Это его же Донна де ла Валета. Это Тициан, это один из самых, на мой взгляд, один из самых элегантных портретов Тициана, вот этот мужчина в черном, потому что он весь в черном, этот белый воротничок, эти белые манжеты, очень красивая лепка лица, и вообще лицо само по себе красивое, и тоже как бы есть петли, то есть можно этот портрет попытаться поповорачивать. То же самое, шикарная, кстати, рама, обратите внимание. Тоже как бы она повернута слегка, а изображен у нас здесь, кстати, Пьетро Аретино, которого называют отцом журналистики. Человек, который писал такие хлесткие памфлеты на тех, кого не любил, что рано или поздно эти люди хотели заручиться дружбой с ним и начинали ему платить деньги за то, чтобы он о них писал хорошо. И кто ему платил, о тех он писал хорошо. И боялись его все. Император Священной Римской империи, римский папа, Франциск I, потому что у него был очень злой язычок. Он умел так рассказать про тех, кого он не любит, что они понимали, что лучше заплатить. Поэтому платили ему все, и, собственно говоря, с него начинается европейская журналистика. Надо отдать ему должное, чаще всего он говорил правду. Кстати, этот портрет работы Тициана, они дружили.
Он заказал этот портрет Тициану, и когда Тициан написал этот портрет и ему отдал, то у нас даже есть одно из писем Пьетро Аретино, которое он пишет кому-то из своих корреспондентов. Он пишет: забрал портрет Тициана, так себе написал, наверное, я мало заплатил. Но дело в том, что позднего Тициана современники еще не оценили. Прошло 200 лет, пока все поняли, что на самом деле делал Тициан. Это совершенно удивительный портрет, двойной, который мне очень нравится. Это Антонис ван Дейк. Это портрет английского короля Чарльза I и его жены Генриетты Генриховны Французской. Это тот самый английский король, который был казнен во время английской буржуазной революции. А вообще это была пара очень любящих друг друга людей. И такое ощущение, что Ван Дейку это здесь явно удалось. Так выглядит палаццо Питти со стороны садов Бобули. Это не случайно, потому что в Питти находится галерея моды. И вот дверь в эту галерею, как вы видите, украшена мною. А вот, собственно говоря, эта галерея. Вы знаете, здесь, в принципе, начало того, что мы называем индустрией моды 20 века. Вы здесь не встретите века 19. Здесь нету основоположников высокой моды, здесь уже как бы представлен полностью век модельеров, но здесь и Сен-Лоран, здесь Бальман, здесь Пьер Карден, здесь Кристиан Лакруа, здесь Шанель, здесь... кого здесь только нет, короче. Ну, это невероятно красиво, то есть, ну, здесь надо ходить и смотреть, как бы, ну, для девочек, вот как бы очень рекомендую, хотя, вы знаете, вы будете смеяться, здесь и не девочек полно, как бы болтается, на все это смотрит, потому что это очень интересно, это очень необычно. Знаете, это та эпоха, когда одежда еще не была шматьем. То есть, когда еще не было масс-маркета, когда еще как бы вот получить какую-то такую вещь, это было событие в жизни. То есть сегодня зашел в интернет, купил себе 85-й худи, и хорошо тебе. Dior, Карден рядышком, вот эта вот вещь. А это Джанни Версачи. Гениальный и потрясающий. Вот эту шапочку я не мог не снять, я не помню, честно говоря, чья она бархатная, здесь вот такое вот очень красивое какое-то навершие из стразиков, и вот этими перьями она вот так вот как бы вот вся завершена, украшена, красоты необыкновенной. Не снять это было просто невозможно. А теперь я вас всех прошу со мной бегом, мы с вами бежим опять к Санта-Мария-дель-Фьоре, Флорентийский кафедральный собор, и мы с вами сейчас идем в галерею Академии. Флорентийскую академию художеств, которая сначала была Академия рисунка, основал Козимо I Медичи. И основал ее вместе с Аньоло Бронзино, работы которого мы с вами уже тоже видели. И сначала она находилась на площади перед церковью Сантиссима Аннунциата. Кстати говоря, площадь эта, она интересна тем, что там на этом месте находится один из первых детских приютов. Вы понимаете, Флоренция, будучи еще республикой в XIV веке, она была совершенно уникальна тем, что она решила, что в этом городе не должно быть беспризорников. Все дети имеют право на счастье, все дети имеют право на хоть какое-то воспитание. Поэтому в этом городе создается первый так называемый Ospedale degli Innocenti, приют для детей. Детей без родителей, их всех отводили туда, они все там получали кров, еду, какое-никакое образование, какое-никакое воспитание. Поэтому, кстати говоря, в Флоренции из всей Италии был самый низкий уровень преступности. В Риме как бы было страшно вечером выйти на улицу, во Флоренции ты мог совершенно спокойно гулять с открытым кошельком, как об этом писал Данте. И вот именно там находилась галерея. А почему я начал вам говорить про Ospedale degli Innocenti? Потому что он существует до сих пор, это здание, и оно украшено майоликами Лука делла Роббия. Это невероятно. Это надо видеть. Это майоликовые работы, эти ангелочки на синем фоне. Это невероятно красиво, но даже если загуглите, я думаю, что вы сразу же увидите, вам много их покажут. А потом галерея переехала вот сюда, вот в это место. И там она существует до сих пор, она уже там 400 лет она там, и это, по сути, учебное заведение. Там до сих пор учатся. И при ней, конечно же, существует галерея. Вот эти вот все скутеры, которые вы здесь видите, велосипеды, это студенты приехали. И преподаватели тоже.
А вот внутри, как бы внутренний дворик, как бы здесь опять-таки и посетители галереи, и студенты, они все здесь тусуются, всем вольный вход, как говорится, все гости дорогие. А вот так вот выглядит галерея Академии внутри. И, конечно же, главная звезда галереи Академии – это Давид Микеланджело, потому что подлинник Давида находится именно здесь. Здесь всегда, ну скажем так, не толпы, потому что, несмотря на то, что в галерею стоит всегда огромная очередь, и попасть туда, ну ее надо реально выстоять, они, конечно, большие молодцы, что они ждут, чтобы все-таки часть людей вышла, тогда они другую часть людей пускают. То есть здесь реально можно подойти к Давиду. Такое ощущение, что его можно потрогать, ну, конечно, лучше этого не делать, ну, что его трогать, мрамор и мрамор. Но там хорошо то, что ты совершенно спокойно, свободно можешь его обойти вокруг. Понимаете, почему это важно? Дело в том, что принято считать, что скульптура оторвалась от архитектуры в Италии. Но это, знаете, это вот как с Филиппо Брунеллески. Это неправда. Мы точно знаем, что есть немецкая скульптура, немецкая пьета, так называемая. Пьета – это оплакивание Богородицы и Христа. Сидит Богородица, вот так вот держит мертвого Христа на руках, которая не очень большая, например, на 60 сантиметров высотой, но это немецкая работа, это 1400 год. Только через 40 лет после этого Донателло создает своего Давида. Вы наверняка знаете как бы эту статую. Это такой совершенно 12 или 13-летний охламон в панамке, который стоит вот в такой вот позе. Вот так вот у него, значит, меч в руке, под ногами голова Голиафа. Из одежды на нем только вот эта панамка. Ничего больше нету, как бы, и это совершеннейший как бы вызов общественному вкусу и чувствам верующих, как бы. Сейчас сказали, потому что Медичи все осуждали. Когда Медичи поставили как бы этого красавца у себя среди своего палаццо Медичи в патио, то есть все были, конечно же, возмущены. Но принято считать, что именно Донателло оторвал скульптуру от архитектуры. Раньше скульптура всегда украшала собой архитектуру, но вот повторяю, что на 40 лет раньше в Германии мы имеем вот такую вот пьету, которая не имеет отношения к архитектуре. Но скульптура все равно в Италии, она приобретает значение объекта, который можно обойти со всех сторон и даже посмотреть, что у него там сзади. Кстати, у Давида сзади ничего интересного. То есть у него там, ну, как бы вот проща, которая пересекает его спину, и самые красивые в истории итальянского возрождения ягодицы. Он действительно прекрасен. У Давида проблемы с пропорциями. Микеланджело изображает нам не взрослого, зрелого мужчину. Большинство людей, которые впервые видят эту статую, это сразу, сколько лет этому парню? Ну, лет 25. Но, извините, нет. Давиду, когда он убил Голиафа, меньше. Он эфеб. Ему лет 15, может быть, или 16. То есть это совершенно другое телосложение. И Микеланджело даже пытается в пропорциях до нас это донести, потому что посмотрите, какая у него здоровенная голова по отношению ко всему остальному росту. То есть такое ощущение, что он еще до конца не вырос, что он еще растет. И Микеланджело заметил совершенно потрясающую, удивительную подробность. Посмотрите на кисти рук Давида. Лопаты. Вот он, если сейчас разогнет вот эту кисть, он колено почешет. То есть Микеланджело, опять же, он нам пытается изобразить подростка. Но понимаете, в чем штука? У художников в это время еще очень все плохо с детьми и с подростками. Чуть старше уже лучше. Но с подростками и с детьми еще плохо, и у Микеланджело это тоже есть. И поэтому при всей любви к этой статуе, к этой невероятной совершенно красоте. Он совершенно потрясающий, это правда. Это невероятная работа с мрамором. Ты не понимаешь, как можно увидеть такую сложнейшую композицию, потому что, смотрите, он стоит в так называемом контрапосте. Что это такое? Это принцип постановки тела, который первым заметил Поликлет в V веке до нашей эры. Это высокая пластика Афин. Когда вот опорная нога у него правая, да, у него правая нога опорная, правое бедро у него пошло вверх, правое плечо опустилось вниз. Левое бедро ушло вниз, левое плечо ушло вверх. То есть, если провести две прямые через плечи и через бедра, то с правой стороны, где-то там недалеко, они пересекутся. И именно это дает нам ощущение движения. Ладно это нарисовать на бумаге, это как бы несложно в принципе. Ладно даже это изобразить в мраморе, Поликлет это делал. Вы наверняка видели его Дорифора, то есть человек, который несет копье. Вот он, вот у него вот эта позиция как бы
одна нога вольна, а тут у него копье на плече. Копье, правда, не сохранилось. Ну, относительно несложно. Но вы понимаете, что делает Микеланджело? Он разворачивает голову. Он подносит левую руку к проще. Правая рука сжимает другой конец этой прощи. То есть это сложнейшая композиция, которую надо увидеть в мраморе, мало того, в каррарском мраморе, который очень дорогой, потому что семейство Малатеста гребет невероятные деньги за этот мрамор, зная, что все художники и все их заказчики обожают этот мрамор. Но он еще и хрупкий. То есть ты тюкнул не там, где надо, и пошла трещина, и все, можно выбрасывать. И, кстати говоря, глыба, из которой это все вырезано, она в свое время была забракована, потому что все решили, что нет, из нее ничего путного не получится. И каким надо было быть гением, чтобы в этой глыбе вот это увидеть, ну и, как говорил Микеланджело, отрезать все лишнее. В результате получилась такая невероятная красота, а вот так вот он выглядит снизу. И вы понимаете, в чем штука? Есть версия, что должны были его поставить в лоджии Деи Ланци, хотя там высоты, честно говоря, такой нет, а он почти 5-метровый. Ну, в принципе, можно было его там поставить, и был такой проект, а если бы он стоял в лоджии Деи Ланци, то к нему надо было бы подходить вплотную. И тогда на него надо смотреть снизу. А раз смотреть снизу, то, естественно, перспектива, да, голова становится меньше. И зная это, Микеланджело специально чайник сделал чуть больше, чтобы лицо можно было рассмотреть, и чтобы это не бросалось сильно в глаза, что в перспективе все очень сильно меняется и уменьшается кверху. Да, такая версия есть. Но при всем при этом мы точно знаем, что Микеланджело был категорически против установки статуи в лоджии Деи Ланци. Он рассчитывал на то, что она будет стоять на площади Синьории, где в результате она стояла. И спрашивается в задаче, если ты на это рассчитывал, то зачем ты сделал такой чайник? Ответа на этот вопрос пока что нет. Поэтому я, честно говоря, считаю, что, знаете, кто-то из великих художников сказал, что хорошее искусство – это тогда, когда все правильно, но хоть что-то должно быть неправильным. Тогда в этом нет греха гордыни. Ну, собственно говоря, вот здесь мы с вами покидаем пределы галереи Академии, можем бросить последний прощальный взгляд на Давида и сказать ему, что мы еще вернемся к тебе, парень, потому что с тобой еще разбираться, потому что, как вы видите, вопросов много, а ответов мало. Сегодня мы с вами были во Флоренции. Спасибо.